Урок 1. Охрана в аэропортах. Мы ждем у выхода на посадку, пока не позвонят на наш рейс, и это всегда интересный опыт. Абсолютно. Когда мы наблюдаем за тем, как другие пассажиры садятся на борт самолета, нас переполняет предчувствие. Да, и прохождение досмотра само по себе может стать настоящим приключением. Это действительно может. Во время этого процесса я всегда испытываю волнение и беспокойство. Точно. Если у вас есть все необходимое, вы избавитесь от стресса. Конечно. Я всегда перепроверяю свой посадочный талон и удостоверение личности, прежде чем идти к выходу на посадку. Это умно. Находясь в аэропорту, вы экономите много времени и нервов. Кроме того, это даст вам больше времени, чтобы расслабиться и перекусить во время ожидания. Да, мне нравится наблюдать за людьми в аэропорту. Здесь так много интересных путешественников. Урок 2. Ссылки на фильмы. В фильме появляются двое маленьких британских детей, и они действительно покоряют сердце зрителей. Да, и Джули также снялась во многих других фильмах, таких как «Американизация Эмили». Это классика. Удивительно видеть, как эти ранние роли повлияли на ее карьеру. Абсолютно. Она привнесла в своих персонажей такую глубину, сделав их интересными и запоминающимися. Я думаю, впечатляет, как дети. Актеры могут передавать такие эмоции в юном возрасте. Да, для эффективного выполнения этих ролей требуется много таланта и зрелости. Интересно, как они справляются с давлением славы в столь раннем возрасте. Это должно быть непросто, но это также открывает перед ними потрясающие возможности. Давайте рассмотрим больше ее фильмов. Мне бы очень хотелось увидеть ее актрису. Урок 3. Проблемы коррупции. Коррупция действительно может подорвать способность компании конкурировать с другими представителями отрасли. Это серьезная проблема. Это влияет не только на компанию, но и на экономику в целом. Точно! Когда коррупция широко распространена, она подавляет инновации и честную конкуренцию. Прискорбно видеть, как это подрывает доверие к предприятиям и учреждениям. Абсолютно! Одним из важных шагов в борьбе с коррупцией является повышение прозрачности. Да, прозрачность может помочь привлечь людей к ответственности за свои действия. Также важно создать культуру, в которой этичное поведение ценится и вознаграждается. Я согласен. Образование и осведомленность о последствиях коррупции имеют решающее значение. Давайте обсудим больше стратегий того, как мы можем внести свой вклад в этические практики в наших областях. Урок 4. Культурное богатство. Япония предлагает красивые пейзажи, но при этом богата культурой и историей. Абсолютно. Сочетание природной красоты и культурного наследия поистине завораживает. Да, здесь есть что посмотреть. От безмятежных садов до шумных городских улиц. Мне нравится, что в каждом регионе есть свои уникальные традиции и фестивали. Точно. Увлекательно узнавать об обычаях, которые сохранялись на протяжении веков. Думаю, посещение исторических мест может еще больше углубить наше понимание культуры. Определенно, каждое место рассказывает историю, которая связывает нас с прошлым. Мне не терпится погрузиться в местные обычаи и попробовать настоящую японскую кухню. Я тоже. Давайте спланируем поездку, чтобы познакомиться со всем, что может предложить Япония. Урок 5. Личная свобода. Как личности мы по-прежнему основываем свои убеждения на личной свободе и других правах человека.
Абсолютно. Эти принципы лежат в основе справедливого и справедливого общества. Да, они дают людям возможность самовыражаться и идти своим жизненным путем. Я согласен. Очень важно защищать эти права для всех, независимо от их происхождения. Точно. Соблюдение прав человека способствует формированию чувства достоинства и уважения между людьми. Кроме того, оно поощряет разнообразие, позволяя услышать и оценить разные мнения. Давайте обсудим способы защиты этих прав в наших сообществах. Мне не терпится узнать, как вместе мы можем оказать положительное влияние. Да, для нас важно отстаивать то, во что мы верим. Урок 6. Исторические факты. Нарисован мечом, как было сказано 3000 лет назад, так и должно быть. Это мощное заявление. Оно отражает устойчивый характер конфликтов и борьбы. Да, на протяжении всей истории меч символизировал власть, а иногда и угнетение. Абсолютно. Удивительно, как артефакты могут рассказывать истории прошлых цивилизаций. Думаю, важно изучить эти исторические контексты, чтобы понять наше настоящее. Да, извлечение уроков из прошлого может помочь нам сделать лучший выбор на будущее. Давайте подробнее рассмотрим эти исторические нарративы и их значение сегодня. Отличная идея. Погружение в историю может дать ценную информацию о человеческом поведении. Мне не терпится увидеть, как эти уроки истории могут быть применены к нашей жизни сейчас. Урок 7. Вкусное предвкушение. Не могу дождаться, когда смогу покопаться. Еда выглядит очень вкусно. Я тоже. Я так рада, что мы решили сделать заказ в этом ресторане. Все звучит потрясающе. Да, я много слышала об их специальностях, и презентация потрясающая. Это действительно так. Всегда интересно пробовать новые блюда, которых мы никогда раньше не пробовали. Я согласен. Изучение разных кухонь– одно из моих любимых занятий в ресторане. Кроме того, совместная трапеза делает впечатления еще более приятными. Абсолютно. Это отличный способ сблизиться и создать незабываемые впечатления вместе. Давайте насладимся каждым кусочком и насладимся ароматами в полной мере. Да, вас ждет фантастическая еда и прекрасный вечер впереди. Урок 8. Фитнес-центры. К сожалению, мы не предлагаем занятия фитнесом в тренажерном зале отеля. Это немного разочаровывает, но я уверен, что мы сможем найти альтернативные варианты поблизости. Да, многие местные тренажерные залы предлагают дневные абонементы, что может быть хорошим вариантом. Это правда. Было бы здорово продолжать тренироваться даже во время путешествий. Абсолютно. Активный образ жизни помогает нам зарядиться энергией и быть готовыми к Кроме того, путешествиям. некоторые виды активного отдыха, такие как бег трусцой или походы, также могут стать отличной тренировкой. Да, наслаждаться свежим воздухом во время тренировок– это всегда бонус. Давайте заглянем в близлежащие парки или тропы, когда у нас будет время. Отличная идея. Посещение новых мест и поддержание физической формы– идеальный план. Урок 9. Бронирование ужина. Ребята, наше бронирование на ужин потеряно. Что нам теперь делать? Это прискорбно. Давайте сохраним спокойствие и посмотрим, сможем ли мы найти другое место, где можно Да, поесть. мы могли бы спросить ресторан, могут ли они нас принять. Отличная идея. Иногда они могут нам помочь, даже если придется немного подождать. Точно.
В противном случае мы всегда можем найти запасной вариант в близлежащих ресторанах. Да, здесь много отличных мест. Нам просто нужно проявить гибкость. Давайте быстро проверим отзывы, чтобы найти хорошее место, где можно вкусно поесть. Отличный план. Уверена, мы найдем что-нибудь вкусное, чтобы утолить голод. Вас ждет спонтанный ужин. Урок 10. Исследование природы. Мы остановились и посмотрели на весенние полевые цветы. Они были такими яркими и красивыми. Да, это было прекрасное зрелище. У природы есть способ поднять нам настроение, не так ли? Абсолютно. Цвета и ароматы цветов просто завораживали. А то, что мы перелезли через ручей, прогуливаясь по камням, стало еще интереснее. Да, это было полно приключений и еще больше усилило азарт нашего Мне похода. нравится исследовать природу в таком виде. Это такой освежающий отдых от повседневной жизни. Определенно, каждый шаг — это новое открытие и незабываемые моменты. Давайте сделаем традицией исследовать больше природных мест вместе. Я в полном составе. Впереди еще много приключений на свежем воздухе. Урок 11. Взгляды президента. Сияющий город — это, пожалуй, все, что президент видит из портика Белого дома. Это прекрасное изображение. Наверное, это настоящее зрелище каждый день. Да, и с веранды своего ранчо он может увидеть другую красоту. Удивительно, как разные точки зрения могут повлиять на видение страны лидером. Абсолютно. Контраст между шумным городом и безмятежным пейзажем поразителен. Думаю, эти взгляды вдохновляют многие решения и размышления о лидерстве. Точно. Руководителям важно понимать как городской, так и сельский опыт. Да, осознание этого может привести к более сбалансированной политике для всех. Давайте обсудим, как окружающая среда формирует перспективы в нашей жизни. Урок 12. Расслабление домашних животных. Приятный штрих. Наши питомцы тоже оценят место для отдыха. Абсолютно. Создание уютного уголка для них показывает, насколько мы заботимся. Мне нравится, как небольшие изменения в нашем доме могут повысить их комфорт и счастье. Да, домашние животные прекрасно себя чувствуют в среде, где они чувствуют себя в безопасности. Удивительно, как мягкая кровать или теплое одеяло могут иметь такое значение. Я полностью согласен. Для их благополучия очень важно иметь место для отдыха. Давайте также не забудьте взять с собой несколько игрушек, чтобы развлечь их. Отличная идея. Заинтересовать их ум так же важно, как и обеспечить им удобное место. Думаю, нам следует обустроить их территорию вместе. Это может быть интересный проект. Урок 13. Иммерсивные впечатления. Я уже пробовал одну из них, и мне казалось, что я попал в совершенно другой мир. Звучит невероятно. Какой у вас был опыт погружения? Это было приключение в виртуальной реальности, которое перенесло меня в удивительный фэнтезийный пейзаж. Вау! Мне всегда хотелось попробовать виртуальную реальность. Должно быть, она настолько интересна и реальна. Это действительно так. Технология позволяет забыть об окружающем мире и почувствовать себя там. Могу себе представить, как увлекательно было бы исследовать такие новые миры. Да, это было похоже на участие в фильме, И мне нравилось каждое мгновение. Давайте найдем опыт виртуальной реальности, который мы сможем попробовать вместе. Думаю,
Это будет очень весело. Мне бы очень понравилось. Совместное изучение новых реалий похоже на приключения, ожидающие своего часа. Урок 14. Действия Грейс. Грейс собирается поплавать позже. Она так рада этому. Звучит замечательно. Плавание — отличный способ вести активный образ жизни и получать удовольствие. Да, позже она также будет играть в настольные игры со своими друзьями. Похоже, это идеальное сочетание упражнений и расслабления. Точно. Приятно заниматься различными видами деятельности с друзьями. Мне нравится видеть ее такой счастливой. Общение действительно поднимает ей настроение. Да, для нее важно соблюдать баланс между физической активностью и отдыхом. Я полностью согласен. Давайте скоро запланируем игровой вечер. Было бы здорово присоединиться к веселью. Я в деле. Думаю, это будет отличный способ провести время вместе. Урок 15. Свежие ингредиенты. Я выбираю свежие и сезонные, они, как правило, вкуснее. Абсолютно. Свежие ингредиенты играют решающую роль в приготовлении. Да, они обладают более богатым вкусом и лучшей текстурой по сравнению с несезонными продуктами. Я полностью согласен. Кроме того, покупка местных продуктов помогает фермерам и снижает выбросы углекислого газа. Точно. От этого выигрывают как наши вкусовые рецепторы, так и общество. Думаю, в эти выходные нам стоит посетить фермерский рынок, чтобы запастись свежими продуктами. Звучит как отличная идея. Мне нравится исследовать различные киоски и доступные варианты. Да, и приятно проводить время вместе за покупками вкусной еды. Давайте составим список того, что мы хотим получить, чтобы ничего не пропустить. Урок 16. Стандарты обслуживания клиентов. Эта политика означает, что любой сотрудник должен приветствовать любого клиента, находящегося в радиусе Это 50 отличный футов от него. стандарт. Это создает уютную атмосферу для всех, кто входит. Да, это подчеркивает важность обслуживания клиентов, построения отношений. Я полностью согласен. Дружеское приветствие может задать позитивный тон всему впечатлению. Очень важно, чтобы клиенты чувствовали, что их ценят и ценят с момента их прибытия. Абсолютно. Такой подход может привести к повышению удовлетворенности и лояльности клиентов. Я думаю, что реализация этой политики действительно может улучшить общий опыт покупок. Да, и это побуждает сотрудников больше взаимодействовать с клиентами. Давайте обсудим, как мы можем продвигать этот вид услуг в нашей рабочей среде. Урок 17. История канадского спорта. Самым известным канадским спортсменом того времени был Нет Хенлон, родившийся в 1855 году и действовавший до 1908 года. Это интересно. Я слышал о нем. Он внес значительный вклад в бейсбол. Да, он был замечательным игроком и даже руководил несколькими командами за свою карьеру. Удивительно, как он способствовал развитию спорта в Канаде и оставил неизгладимое наследие. Точно. Его достижения вдохновили многих будущих поколений спортсменов. Мне нравится узнавать об исторических личностях в спорте. У них часто есть интересные истории. Да, и их влияние все еще ощущается в спорте, которым мы занимаемся сегодня. Давайте углубимся в историю канадского спорта. Здесь есть что исследовать. Мне бы очень понравилось. Понимание нашего спортивного наследия важно и обогащает. Урок 18. Составление планов.
Я пойду на всякий случай, но думаю, что лучше подготовиться. Согласен. Давайте назначим дату и заранее примем необходимые меры. Да, планирование поможет обеспечить, чтобы все прошло гладко и мы ничего не упустили. Точно. Четкий план облегчает получение удовольствия от игры. Думаю, нам также следует обсудить, чего мы хотим достичь за это время. Отличная идея. Постановка целей поможет нам сосредоточиться и мотивировать. Давайте запишем наши цели и любые конкретные мероприятия, которые мы хотим включить. Да, таким образом мы сможем оценить наш прогресс и отметить наши достижения. Я в восторге от этого. Хорошо организованный подход делает этот опыт незабываемым. Урок 19. Техника фотографии. Это впечатляет. Вы редактируете свои фотографии или сохраняете их естественность? Обычно я немного редактирую их, чтобы улучшить цвета и освещение, но я предпочитаю естественный вид. Я прекрасно понимаю. Приятно сохранить подлинность запечатленного момента. Точно. Я хочу, чтобы мои фотографии отражали истинную красоту того, что я пережил. Редактирование может быть отличным инструментом, но важно не переусердствовать. Да, найти этот баланс крайне важно для сохранения сути исходного изображения. Думаю, ваш подход делает ваши фотографии более искренними и интересными. Спасибо. Мне нравится естественным образом делиться своей точкой зрения через объектив. Давай скоро спланируем день фотографий. Мне бы очень хотелось изучить некоторые из ваших техник. Урок 20. Время для вечеринок. Конечно. Если телевизор невозможно починить, мы предоставим вам замену. Это обнадеживает слышать. Приятно знать, что вы серьезно относитесь к обслуживанию клиентов. Абсолютно. Мы хотим, чтобы каждый мог наслаждаться своим опытом без каких-либо проблем. Я благодарна за это. Очень важно знать, что есть решение, если что-то пойдет не так. Да, и мы верим в быстрое принятие решений, чтобы наши клиенты были довольны. Это правильный подход. Это показывает, что вы цените своих клиентов и их время. Точно. Давайте обязательно четко расскажем всем об имеющихся у них вариантах. Я помогу с этим. Информирование наших клиентов – ключ к укреплению доверия. Вместе мы можем создать среду, в которой каждый почувствует, что о нем заботятся. Урок 21. Покупка хлеба. Как насчет хлеба? Да, нам нужна буханка цельнозернового хлеба для еды. Цельная пшеница. Отличный выбор. Он полезнее для здоровья и содержит больше питательных веществ, чем белый хлеб. Точно. Кроме того, он обладает прекрасной текстурой и вкусом, которые дополняют многие блюда. Мне нравится, что оно придает сытный вкус сэндвичам и тостам. Да, и оно идеально подходит для завтрака с авокадо или арахисовым маслом. Абсолютно. Давайте обязательно купим свежую буханку в отделении пекарни. Отличная идея! Свежий хлеб всегда вкуснее и улучшает наши блюда. Я уже представляю себе хрустящую корочку и мягкость внутри. Она просто восхитительна. Пойдем в магазин и заберем все, что нам нужно на неделю. Урок 22. Наслаждение выпечкой. Я уже могу попробовать хрустящую корочку. На мой взгляд, это самое лучшее. Я полностью согласен. Из хорошей корочки можно приготовить или сломать буханку хлеба. Да, от этого сытного хруста, когда его откусываешь, просто неотразимо. А аромат свежеиспеченного хлеба, витающий по кухне,
просто райский. Абсолютно. Это создает такую теплую и уютную атмосферу. Обожаю экспериментировать с разными рецептами, чтобы увидеть, как получается корочка. Это самое интересное. Каждая попытка приносит свои уникальные результаты. Да, и приятно делиться вкусными результатами с друзьями и семьей. Мне не терпится вместе испечь и приготовить аппетитные угощения. Урок 23. Уютные номера. Выбор вариантов размещения впечатляет. Определенно. В Seaside Хиврн есть уютные номера, которые выглядят привлекательно и комфортно. Да, мне нравится идея остановиться где-нибудь с видом на океан. Это идеальное место для отдыха, а шум волн так успокаивает. Точно. Кроме того, близость к пляжу позволяет легко заниматься развлекательными мероприятиями. Я уже могу себе представить, как я наслаждаюсь утренним кофе на балконе, наблюдая за восходом солнца. Звучит восхитительно. Давайте обязательно забронируем наше пребывание как можно скорее. Абсолютно. Уютное место для отдыха сделает нашу поездку еще более приятной. Я с нетерпением жду идеального отдыха, наполненного отдыхом и приключениями. Урок 24. Тропическая рыба. Я видела рыб, плавающих по аквариуму. Цвета были такие яркие. Девушка, которая там работала, сказала, что это тропические рыбы, и они выглядели потрясающе. Абсолютно. Тропические рыбы известны своими яркими красками и уникальными узорами. Да, у каждого вида есть свой шарм, поэтому наблюдение за ними так увлекательно. Я могла бы часами смотреть, как они скользят по воде. Я тоже. Это как миниатюрный подводный мир, полный жизни и красоты. Думаю, нам стоит посетить аквариум вместе, это было бы весело. Мне бы очень понравилось. Изучение морских обитателей — это всегда увлекательное приключение. Давайте запланируем наш визит в ближайшее время, чтобы насладиться чудесами океана. Урок 25. Преимущества живописи. Какую пользу вам принесла живопись до сих пор? Это помогает мне расслабиться и расслабиться после долгого дня, который я считаю невероятно ценным. Это замечательно. Такие творческие идеи, как рисование, могут быть терапевтическими. Точно. Это позволяет мне визуально выражать свои чувства и мысли. Кроме того, это отличный способ отключиться от стресса повседневной жизни. Да, погружение в цвета и мазки кисти приносит мне радость. Я вижу, как для тебя это становится успокаивающим ритуалом. Абсолютно. Для меня каждое занятие похоже на мини-отпуск. Давайте уделим время рисованию вместе. Это может быть интересный способ сближаться и творить. Урок 26. Выделенное рабочее пространство. Важно создать выделенное рабочее пространство дома. Абсолютно. Наличие определенной области помогает повысить концентрацию внимания и производительность. Да, оно устанавливает четкую границу между работой и личной жизнью, что очень важно. Я планирую отвести уголок в своей комнате специально для выполнения рабочих задач. Звучит как отличная идея. Хорошо организованное пространство может вдохновить на творчество. Точно. Я добавлю несколько индивидуальных штрихов, чтобы сделать его уютным и комфортным. Думаю, я сделаю то же самое. Приятная обстановка имеет большое значение. Да, давайте поощряем друг друга беречь наше помещение и избавлять их от беспорядка.
Мне не терпится увидеть, как наши специальные рабочие места повышают нашу производительность. Урок 27. Минималистский дизайн. Звучит привлекательно. Каковы ключевые элементы минималистского дизайна? Ну а минимализм подчеркивает простоту и функциональность, часто используя нейтральные цвета. Да, мне нравится, как это создает спокойную и лаконичную атмосферу. Точно! Пространства в стиле минимализма часто отличаются четкими линиями и привлекательными открытыми пространствами. Я ценю, что эта философия дизайна позволяет меньше отвлекаться в нашей среде. Да, это позволяет нам сосредоточиться на том, что действительно важно, без лишних хлопот. Думаю, использование некоторых минималистских элементов в наших домах могло бы освежить. Абсолютно! Давайте рассмотрим идеи по созданию более минималистской атмосферы в наших помещениях. Мне не терпится упростить и убрать беспорядок, это существенно изменит ситуацию к лучшему. Урок 28. Твое творческое путешествие. Вы уже закончили хоть одну из своих картин? Нет, пока нет. Я все еще совершенствую свои навыки и экспериментирую с разными техниками. Это совершенно нормально. Путь к обучению так же важен, как и финальная часть. Точно! Каждая картина — это возможность развиваться и творчески самовыражаться. Я восхищаюсь вашим стремлением к совершенствованию. Это свидетельствует о вашей страсти к искусству. Спасибо! Я верю, что практика приведет к прогрессу, а в конечном итоге и к мастерству. Давайте уделим немного времени совместному рисованию. Мне бы очень хотелось увидеть, как разворачивается Мне ваше бы это путешествие. очень понравилось. Делиться полученными впечатлениями будет еще приятнее. Мы готовы поддержать друг друга в наших творческих начинаниях. Урок 29. 0. Стремление к путешествиям. Я подумываю о том, чтобы в ближайшее время отправиться в другую страну. Да, вообще-то, я тоже подумывал об этом. Путешествие может быть таким полезным опытом. Абсолютно. Изучать новые культуры и знакомиться с другими людьми всегда интересно. Я согласен. Это открывает нам новые горизонты и помогает нам оценить разнообразие мира. У вас есть конкретное место, которое вы хотели бы посетить? Я склоняюсь к стране с богатой историей и прекрасными пейзажами. Звучит отлично. Давайте рассмотрим несколько вариантов и вместе спланируем наше приключение. Я в полном составе. Планирование поездки может быть таким же увлекательным занятием, как и само путешествие. Да, давайте сделаем это путешествие тем, чего мы оба с нетерпением ждем. Урок 30. Планы вечеринок. Отлично. Как насчет следующих выходных в 7 часов вечера? Это должно сработать для всех. Звучит неплохо. Я обязательно разошлю приглашение и все организую. Отлично. Вечер на выходных идеален, потому что люди, как правило, более расслаблены и доступны. Да, и это позволяет каждому расслабиться после долгой рабочей недели. Должны ли мы запланировать мероприятие, чтобы развлечь всех в течение вечера? Абсолютно. Возможно, некоторые игры или веселая викторина смогут оживить ситуацию. Мне нравится эта идея. Всегда приятно проводить увлекательные мероприятия, объединяющие людей. Да, и нам также следует подумать о закусках и напитках, чтобы все были в курсе событий. Давайте составим список того, что нам нужно подготовить, чтобы все прошло гладко. Урок 31. Комфорт для домашних животных. Приятный штрих. Наши питомцы тоже оценят место для отдыха. Абсолютно.
Создание уютного уголка для них показывает, насколько мы заботимся об их комфорте. Мне нравится, как такая небольшая корректировка может улучшить их счастье и благополучие. Да, домашние животные прекрасно себя чувствуют в среде, где они чувствуют себя в безопасности и расслаблены. Удивительно, как мягкая кровать или теплое одеяло могут иметь такое значение. Я полностью согласен. Предоставление им безопасного места очень важно для их здоровья. Давайте также подумаем о том, чтобы добавить несколько игрушек, чтобы развлечь их. Отличная идея. Поддерживать их умственную активность так же важно, как и комфорт. Думаю, нам следует создать этот район вместе. Это может быть интересный проект для нас. Урок 32. Иммерсивные впечатления. А я уже пробовал одну из них, и мне казалось, что я попал в совершенно другой мир. Звучит невероятно. Какой у вас был опыт погружения? Это было приключение в виртуальной реальности, которое перенесло меня в фантастический пейзаж, полный чудес. Вау! Мне всегда хотелось попробовать VR. Должно быть, это очень увлекательно и реалистично. Это действительно так. Технология позволяет забыть об окружающем мире и почувствовать, что вы действительно там. Могу себе представить, как увлекательно было бы исследовать новые миры таким образом. Да, это было похоже на участие в фильме, и мне нравилось каждое мгновение. Давайте найдем опыт виртуальной реальности, который мы сможем попробовать вместе. Думаю, это будет очень весело. Мне бы очень понравилось. Совместное изучение новых реалий похоже на приключения, ожидающие своего Урок часа. 33. Организация медсестер. Знаете ли вы, что Рассел заставил правительство принять предложение Флоренс Найтингейл организовать поездку медсестер в Крым? Да, я читала об этом. Удивительно, как ее решимость изменила курс ухода за больными и здравоохранением во время войны. Абсолютно. Ее усилия не только улучшили условия жизни солдат, но и позволили сестринскому делу стать уважаемой профессией. Я полностью согласен. Флоренс опередила свое время, подчеркнув важность квалифицированных медсестер в сфере медицинского обслуживания. Точно! Ее работа заложила основу современной сестринской практики и образования. Вдохновляет то, как приверженность одного человека служению может привести к значительным изменениям в обществе. Конечно, ее наследие продолжает оказывать влияние на медицинских работников и сегодня. Мне нравится, что ее история побуждает нас отстаивать то, во что мы верим, даже в сложных условиях. Определенно. Давайте воздадим должное ее вкладу, поддержав инициативы в области здравоохранения в нашем Урок сообществе. 34. Идеи для шопинга. Мне нравится эта идея. Знаете ли вы магазины, в которых представлен широкий выбор товаров? Да, в городе есть несколько отличных магазинов, которые предлагают широкий выбор от одежды до товаров для дома. Звучит отлично. Я люблю делать покупки, где я могу найти все, что мне нужно в одном месте. Я тоже. Это экономит много времени и делает впечатления более приятными. Точно! Кроме того, всегда интересно исследовать разные разделы и открывать для себя новые предметы. Абсолютно. Иногда вы находите неожиданные сокровища, о необходимости которых даже не подозревали. Я полностью согласен. Давайте составим список магазинов, которые мы хотим посетить, и спланируем день шопинга. Отличная идея. Мне не терпится увидеть, что мы сможем найти вместе. Я тоже. В хорошей компании делать покупки всегда веселее.